Друзья, приветствую вас на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович. Я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами продолжение, практически завершение рубрики «Матрицы судьбы знаков зодиака». Очень растянулась у меня эта рубрика, но вот уже Водолей и Рыбы я заканчиваю. Надеюсь, что рыбам не придется очень долго ждать своего видео. И прежде чем мы с вами приступим к тому, чтобы проанализировать матрицу судьбы Водолеев, хотелось бы сделать несколько вступительных слов. Во-первых, эта матрица, она будет работать для тех, кто родился под восходящим знаком Водолей по ведической астрологии, не по месяцу рождения, по которому вы там себя считаете, что вы Водолей, раз вы родились зимой, не по точной дате вашего рождения. Здесь играет роль дата, время и место вашего рождения. Если вы первый раз попали на канал, если вы первый раз смотрите видео по ведической астрологии, к тому же, то в таком случае я бы хотела вас на этом сакцентировать. Если вы не знаете свой восходящий знак, то, пожалуйста, в таком случае пройдите по ссылке, которая у вас сейчас появится в правом верхнем углу, и постройте свой гороскоп в ведическом стиле. Посмотрите, какой у вас восходящий знак. Если от Овна до Козерога, то ваша матрица уже вышла, ваши разборы матрицы уже вышли, и вы можете к этому плейлисту перейти по ссылке, которую тоже сейчас я вам прикреплю. Если вы Водолей, то это видео для вас, но если Рыбы, то ваше видео еще впереди. И ссылка на эту видеоинструкцию будет по построению гороскопа также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании комментариев к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на составление личного гороскопа и на обучение ведической астрологии. Ведическим астрологам я акцентирую внимание, что 23 февраля будет второй поток курса «Глубина Чара Даша». Пожалуйста, я вас приглашаю. Ссылка также в описании и в комментариях к этому видео будет. Ну и давайте говорить о том, что же такое восходящий Водолей, какая матрица судьбы у восходящих Водолеев. И на самом деле матрицы очень круто работают, поэтому эти матрицы можно использовать даже при ректификации гороскопа. Я тоже этим пользуюсь в своей собственной практике. Матрица по восходящему знаку и другими матрицами в астрологии тоже я пользуюсь. В том числе матрицами, которые я в курсе по Чародаше давала своим ученикам, тоже очень хорошо работают эти матрицы. Значит, мы начинаем с первого дома гороскопа, который у нас отвечает за что? В целом за всю жизнь водолейскую, да, за внешность, за характер, темперамент, здоровье, за общее благополучие. И первый дом у нас знак зодиака Водолей. Что мы знаем про этот знак? Мы знаем, что это знак служения и что Водолеи немножко странные. И вот почему Водолеи немножко странные, почему это знак служения, мы будем разбираться. Странные в том смысле, что они немного как будто бы с другой планеты, как будто бы не отсюда, как будто бы они живут в каком-то другом измерении, в другом каком-то своем собственном мире. Так ли это? Ну, я считаю, что действительно это так, и давайте все-таки будем говорить, почему это так. Значит, давайте вернемся все-таки. Давайте немного об этом я скажу, забегая вперед, почему одной из таких вот причин, по которой Водолей немного не от мира сего, они как будто бы подключены к какому-то источнику. И почему так происходит, на мой взгляд, одна из причин, почему так происходит, потому что у Водолеев связан первый и 12 дом гороскопа. У нас в 12 доме гороскопа находится знак зодиака Козерог, которым управляет Сатурн. И в первом доме гороскопа у нас знак зодиака Водолей под управлением Сатурна. И получается, что первый дом гороскопа, отвечающий за самого человека, за его личность, за его тело, за его здоровье, за все благополучие, он связан с домом, который отвечает за подсознание, за переход между мирами, за путешествие, за фантазию, за сон. То есть как будто бы у водолеев есть какой-то доступ к
подсознанию. То есть вот эта вот неразрывная связь между первым и 12 домом гороскопа, она в какой-то степени и обуславливает гениальность водолеев. У них есть черты гениальности, действительно, у тех водолеев, с кем я общалась, это очень заметно. Дальше нас интересует внешность водолея. В первом доме гороскопа управляет Сатурн, но водолеи все-таки отличаются от козерогов. Предыдущее видео вы можете посмотреть. Козероги мы уже рассматривали козерогов. У водолеев внешность не всегда, даже можно сказать по водолеям, что они сатурнианцы. Самая главная такая сатурнианская черта у многих водолеев — это такой орлиный нос, нос крючком, может быть асимметричный, искривленный нос. Он, конечно, не всегда асимметричный, не всегда искривленный, но, как правило, нос у водолеев большой. И у них в целом может быть такая ярко выраженная асимметрия лица. То есть, в принципе, конечно, я знаю, что у всех людей есть асимметрия, да, что все люди не рождаются с идеально симметричными лицами, и с возрастом эта симметрия может все больше увеличиваться. Однако у водолеев лицо очень часто заметно несимметричное. И еще одна черта, которую я выделила: у водолеев очень часто пухлая очерченная нижняя губа, и может быть еще асимметрия нижней губы. Я, например, покажу. Ну, конечно, поскольку это знак под управлением Сатурна, у них более такой землистый, может быть, более бледная кожа. Не всегда это так. У тхаништхи, например, больше теплого оттенка будет за счет управления Марсом, но в целом они тоже такие более напряженные, более серьезные, более собранные могут быть за счет влияния Сатурна, хотя все равно водолеи — это все-таки не козероги, они все равно более расслабленные, более легкие, но во внешности все равно какая-то напряженность, какая-то неправильность есть во внешности. Но при этом водолеи тоже очень красивые. Есть безумно красивые водолеи, но какая-то изюминка все равно у них во внешности может присутствовать. Давайте посмотрим на первую подборку водолеев. Это водолеи Дхаништха. И Дхаништха у нас это кусочек только Накшатры Дхаништха. Часть Накшатры Дхаништха у нас лежит в Козероге. И если вы посмотрите презентацию по Козерогу, вы увидите, что Дхаништха Козерог и Дхаништха Водолей, они в целом в чем-то похожи. И вот, кстати, Дхаништха, она не так ярко выделена по носу. Потом мы увидим Сатабхишу, там будет гораздо более выраженный нос. Но вместе с тем нижняя более опухлая такая нижняя губа. И здесь уже мы видим первая фотография, где явно видно, что нижняя губа немного асимметрична. Я не говорю, что это прям должно бросаться в глаза, но немножко асимметрия такая есть. Здесь тоже у нас Дхаништха, и здесь у нас очень похожи, на мой взгляд, все эти мужчины между собой, безумно похожи, но они похожи по Марсу. Мне кажется, что здесь очень сильную роль играет Марс, и их можно было бы легко спутать не с козерогами, со скорпионами по Марсу, по их глазам небольшим, таким манящим, завораживающим. И что интересно, что на самом деле Водолей — это знак зодиака под управлением Сатурна, а Дхаништха — это накшатра под управлением Марса. Однако, посмотрите, у всех этих мужчин такие немножко выдающиеся уши, заметные. Ну, Адам Драйвер, он вообще, в принципе, видите, у него вообще, в принципе, очень ярко видно несимметричность лица и большие уши, и он носит поэтому такую прическу. Ну, я думаю, вы знаете этого актера неоднократно, вы его, я думаю, видели. Он носит прическу, которая закрывает его уши. Это вот фотография какая-то из старых. Следующая — это Накшатра Сатабхиша. Сатабхиша, вот у Сатабхиши, посмотрите, ярко выраженный такой нос, орлиный нос крючком. Ну, не буду на людях тут рисовать, но ярко выраженный такой орлиный нос. Очень ярко видно это, что здесь прям такое как бы расширение носа происходит, и крючкообразный такой нос у всех, и губы
знаете, есть вот такое выражение, губы, как будто бы губы блестят. Вот такое ощущение у меня тоже есть у сатапхиши, у некоторых представителей сатапхиши, нижняя губа выделяющаяся такая, как будто бы она блестит. И если присмотреться, то и вот это вот смещение как будто бы лица на сторону тоже есть. Еще одни представители сатапхиши, и вот еще одна тоже фотография, которая подтверждает вот эту вот теорию по поводу смещения нижней губы. Это Дэна Эшбрук, Сатурн у него в рыбах, и он на самом деле, этого актера, я думаю, большинство зрителей узнают. Это актер, который играл в сериале Twin Peaks роль Бобби. Он такой очень симпатичный молодой человек был в молодости, чрезвычайно симпатичный, один из красавчиков этого сериала. И видите, ну, в молодости этого не было видно, этого не было заметно, но с возрастом губа нижняя как будто бы немножко у него сдвинулась в сторону. Но сатапхиша чрезвычайно притягательные внешне люди, хотя у всех все равно, видите, нос как будто бы даже с горбинкой тоже тут очень заметно. И еще одна накшатра Пурва-Бхадрапада под управлением Юпитера. Пурва-Бхадрапада уже дает более такую, если предыдущие накшатры, они могут давать более вытянутое лицо, более худое лицо, то под управлением Юпитера, в принципе, Пурва-Бхадрапада, она дает более равномерное, ну, я не знаю, как это сказать, круглое квадратное лицо, но я имею в виду, что оно не такое худое, оно вот как будто бы более наполнено. И у Хосе Карвальо, кстати, на некоторых фотографиях, на многих фотографиях я вижу, что у него вот челюсть как будто бы немножко сдвинута в бок. И здесь тоже Мартин Демичелис, у него тоже челюсть как будто бы немножко сдвинута в бок. И это одна из фотографий такая еще более-менее, которая не очень сильно это показывает, но на самом деле такое есть. Но в принципе водолеев тоже легко можно спутать в некоторых водолеев можно легко спутать, допустим, и с козерогами, и с скорпионами, и с даже не знаю, с юпитерианцами тоже, ну, Пурва-Бхадрапада, потому что, допустим, она у нас имеет отношение к Юпитеру, она управляется Юпитером, поэтому тоже может давать какую-то такую, может давать такие черты лица, которые могут напоминать нам и стрельцов, и в дальнейшем, я уверена, рыб точно так же будут сходства у рыб с водолеями, тем более, что Пурва-Бхадрапада, она и в рыбах, и в водолее лежит. Поэтому по внешности не всегда можно легко отличить один знак от другого. Про здоровье водолеев. В принципе, на самом деле матрица у водолеев такая, что водолеи склонны к хорошей выживаемости, к тому, чтобы преодолевать трудности, преодолевать болезни. Но правда в том, что в самом знаке зодиака Водолей находится накшатра Сатапхиша посерединке, которая управляется Раху, планетой чужеземцев, чужестранцев, планетой интоксикации, химии и так далее, и так далее. И символ Сатапхиши — это 100 врачей. И символ Сатапхиши — это 100 врачей. И иногда так бывает, что если Сатапхиша заболевает, то она может болеть долго, что нужно призывать много врачей, что нужно проходить какие-то длительные процедуры вот этого выздоровления. Но так заложено еще, что сатапхиши сами, они могут сами себя исцелять, и они могут, в принципе, преодолев болезнь, научиться ее исцелять, помогать другим. И в целом водолей по матрице — это талантливый врач. Водолей очень талантливые врачи, и среди водолеев очень много врачей. И поэтому, в принципе, можно сказать, что склонность есть к различным заболеваниям, но больше всего это, конечно, болезнь лица, лор органов, травмы рук и ног, кишечник, ну и скрытые заболевания, которые могут являться и с которыми сатапхиши будут потом справляться. И врачи сатапхиши, если они
лечит, становятся врачами, то есть люди, которые рождены под Накшатрой Сатабхиши, если они становятся врачами, то они, скорее всего, будут специалистами в той области, в которой у них у самих есть какое-то заболевание или какая-то проблема. Вот как-то так удивительно устроено, но так устроено. Что касается характера и темперамента водолеев, то тут можно сказать, что они на самом деле могут производить впечатление людей, которые, ну, как будто бы себе на уме, как будто бы они не здесь, как будто бы они находятся в другой комнате. Они, как правило, не выпячивают свой ум, то есть они действительно могут быть очень умными, и мы посмотрим по матрице почему. Но ведут они себя иногда так, как будто бы они вот не скажешь про них, что они очень умные, или не скажешь про них, что они здесь присутствуют. Я говорю со всей любовью к водолеям. Честно скажу вам, что я говорю со всей любовью к этому знаку. Значит, второй дом гороскопа, который у нас отвечает за лицо, зубы, речь, питание, родительскую семью, деньги и ресурсы у водолеев находятся в знаке зодиака рыбы. И это интересно, потому что предыдущий дом гороскопа — это 12-й дом гороскопа, то есть до самого Водолея находится 12-й дом гороскопа. После самого Водолея находится 12-й дом гороскопа, условно, да, потому что Рыбы и 12-й дом, они у нас соотносятся. И это еще одно как бы такое обусловленное матрицей одиночества Водолеев. То есть там пустота, тут перед тобой пустота. Это как будто бы такая матрица, которая действительно оставляет Водолея одного среди многих людей. Но все не так грустно, как кажется. У Водолея вторым домом гороскопа управляет Юпитер. Во-первых, это потенциал на то, что Водолеи могут хорошо зарабатывать, или они могут хорошо как бы деньги откуда-то брать, генерировать. И влияние Юпитера на второй дом, дом родительской семьи, может проявляться в том, что в семье любят детей, там, где рождается Водолей, что семья вероятнее, ну, либо много детей может быть в том месте, где рождается Водолей, семья вероятнее богатая, либо духовно одаренная, либо религиозная, то есть мать, отец, там, бабушки, дедушки, тети, они могут быть религиозными людьми. Если говорить про профессии тех людей, которые у нас в семье у водолеев, то это очень часто медики, юристы, учителя, священники и все, кто в движении. Бегуны, пловцы, гонщики, там, рыбаки, моряки, то есть те, кто в потоке находится. И, может быть, там художники, мультипликаторы, что-то в этом роде. Но и, естественно, те, кто работает в закрытых организациях, больницы, тюрьмы, санатории, тюремщики, какие-нибудь надзиратели тоже могут быть, те, кто провожает в последний путь, заключенные тоже могут быть у водолеев в роду, мама, папа. И те, кто исчезает, например, исчезнувшие родственники, то есть те родственники, которых не стало, и никто не знает, где они есть. Ушел за хлебом, не вернулся. И доход, второй дом — это дом денег, поэтому доход откуда? От медицины, от жидкости, от закрытых организаций, обуви, товаров для ног, для бега, от движения, опять же, от религии, от изобретений каких-то, от фантазии, от игр, от писательства, музыки, детей, преподавания. То есть, опять же, вот эта матрица, она еще раз нам подтверждает, что это могут быть медики водолеи очень хорошие, как и то, что первый и 12-й дом гороскопа связаны по матрице. Ну, плюс водный знак у нас во втором доме гороскопа. Это значит, что водолеи могут донаты получать какое-то спонсирование. Второй дом связан с 11 по матрице. Вторым и 11 домами гороскопа управляет Юпитер, планета больших денег. Поэтому, в принципе, тоже потенциал на то, что водолеи могут хорошо зарабатывать. Во-первых. Во-вторых, на то, что может быть какой-то семейный клан. 11 дом — это дом сообществ, и семейный бизнес тоже может быть. Третий дом гороскопа у нас в знаке зодиака Овен, отвечает за младших братьев и сестер, за друзей, за хобби, за руки, короткие поездки, храбрость, собственные усилия, за уши еще.
И у Водолея в третьем доме управляет Марс, поэтому Марс — это планета конфликтов, естественно. Он может давать конфликты с младшими братьями, сестрами, друзьями, конфликтность в коммуникациях каких-то, либо то, что Водолеи могут, любители поспорить, допустим, любители отстоять свое право, свое мнение, не уступят, пойдут разбираться. Травмы братьев и сестер, либо какие-то вот по Марсу события в жизни братьев и сестер, может быть, они связаны с недвижимостью, допустим. И отсюда, поскольку это знак первых, водолеи могут быть первыми в письме, в спорах, передвижениях, то есть могут любить гонки на скорость или что-то на опережение делать. Работа с друзьями, то есть в целом может быть соревновательный дух. Работа с друзьями, братьями и сестрами по матрице 3 и 10 дома гороскопа связаны с документами, командировки по работе и хобби может становиться работой у водолеев. Поскольку это технический знак марсианский, руки умеют обращаться с огнем, паром, оружием, колюще-режущими предметами, но и травмы рук, болезни ушей, тоже травмы ушей могут тоже быть у водолеев. Четвертый дом гороскопа отвечает за маму, внутреннее ощущение счастья, психику, недвижимость, транспорт и место жительства. И отсюда можно сказать, что в принципе водолеи кайфажоры, потому что в четвертом доме гороскопа у них Венера, то есть они склонны наслаждаться жизнью, получать удовольствие от жизни. Венера — это планета наслаждения, а четвертый дом — это дом психики. Наша психика склонна к тому, чтобы быть удовлетворенной. И наша психика не склонна к раздражительности водолеев именно к тому, что они быстро остывают. Но у водолеев такая вот матрица 50/50. Есть такие тонкие моменты, есть моменты очень благоприятные, потому что управление четвертым домом Венерой — это хорошо. Она еще дает то, что водолеи могут нравиться хорошо другим людям. И Венера — это планета роскоши, четвертый дом — то место жительства, транспорта, поэтому хороший транспорт, скорее всего, у водолеев, скорее всего, он будет у водолеев. Комфортный достаточно дом может быть. Один из признаков того, при этом, что водолей будет жить не там, где родился, и он может эмигрировать. Это второй признак того, что водолей будет жить не там, где родился. Первый — это то, что у нас первый и 12 дом гороскопа связаны. И второй признак — это то, что у нас четвертый дом гороскопа связан с девятым домом, домом миграции. Мама у водолеев творческая, красивая, мама привязана к папе, скорее всего, и наоборот тоже может быть, что папа привязан к маме, то есть родители привязаны могут быть друг к другу. Мама может быть связана с транспортом, едой, украшениями, либо мама, может быть, этому уделяет много внимания тому, чтобы там кушать, готовить, там что-то украшать. Мама может быть связана с финансами, работа мамы может быть связана с женщинами, искусством и так далее. Школа, скорее всего, комфортная. В школе могут быть занятия творчеством, красотой, искусством, биологией, но и проблемы с мамой, недвижимостью, транспортом, школой тоже могут быть. И тут есть парадокс, потому что с одной стороны четвертым домом и девятым домом гороскопа управляет йога, карака, Венера, и водолеям всегда найдется, где жить, водолеям всегда найдется, где, в какую школу пойти, грубо говоря. У водолея всегда появится, будет мама какая-то, даже если водолей остался без мамы, скорее всего, вот если ребенок родился водолеем, если он остался без мамы, то, скорее всего, у него найдется мама, он не будет без мамы. Но могут быть и проблемы с мамой, недвижимостью, транспортом, школой. Почему? Потому что, с одной стороны, четвертым и девятым домом гороскопа управляет Венера, это йога, карака, сильная планета. С другой стороны, девятый дом — это шестой от четвертого дом проблем. Поэтому проблемы все равно с мамой, недвижимостью, транспортом, школой могут быть у водолеев. Пятый дом гороскопа у нас отвечает за интеллект, детей, учеников, романы, влюбленности, учебу, высшее образование и проекты. И пятый дом гороскопа у водолеев в знаке близнецы. То есть, ну, в принципе, уже намек на то, что водолеи умные. Водолеи умные, потому что, в принципе, пятым домом управляет планета знаний, планета интеллекта. И
Поэтому водолеи, в принципе, склонны к тому, чтобы много учиться, к тому, чтобы получать разнообразные знания, быть разносторонне развитыми. Но первое образование, пятый дом у нас, как правило, показывает первое образование. Первое образование чаще всего что-то связано: журналистика, статистика, страхование, экономика, торговля, медиа, маркетинг, может быть, колледж вместо института, какие-то разнообразные такие вот знания, да, тоже может быть и литература, в принципе, научные знания. Но водолеи склонны бросать учебу, и водолеи склонны получать психологические проблемы из-за учебы. Также водолеи могут скрывать, где они учатся, и у них есть склонность к нервным срывам, потому что пятым и восьмым домом гороскопа управляет одна и та же планета. Но эта же связь пятого и восьмого дома гороскопа может говорить о том, что водолеи склонны к исследовательской деятельности. Дети у водолеев, скорее всего, общительные, любознательные, разговорчивые. Детей может быть несколько. Но с детьми тоже могут быть проблемы. Потери могут быть детей физические и моральные. То есть дети могут не принимать какие-то вещи, которыми занимаются водолеи. И помимо этого могут быть тайные романы у водолеев, склонность к изменам. Еще пятый дом у нас отвечает за сцену, за игры, за творчество, за развлечения. Поэтому водолеи, скорее всего, играют в игры руками. Третий знак в пятом доме любят какие-то игры руками. Могут делать бизнес. Пятый дом — это дом детей, игр, обучения, развлечений, выступлений, учебы, творчества. А третий знак — это знак бизнеса, поэтому водолеи могут делать бизнес на детях, играх, обучении, развлечениях, выступлениях. Это не единственное указание. По матрице об этом говорится несколько раз, что водолеи могут в этой сфере делать бизнес, и им может быть интересна эта тема. Тема детей, тема игр, тема обучения, тема развлечений, тема выступлений. Они могут это исследовать, потому что знак знаний в пятом доме гороскопа. Шестой дом гороскопа у нас отвечает за врагов, долги, болезни, борьбу, служение. Он находится в знаке зодиака Рак. И шестой дом гороскопа подтверждает, что у водолеев могут быть проблемы с транспортом, недвижимостью, с мамой, со школой. Почему? Потому что Рак — это тот же самый четвертый дом гороскопа. В абстрактном гороскопе знак зодиака Рак занимает четвертый дом гороскопа, поэтому он соответствует тоже недвижимости, транспорту, маме, школе. Что нам говорит Луна в шестом доме гороскопа, влияние Луны на шестой дом гороскопа? Психологически, конечно, это еще раз подтверждает, что психологически водолеи могут быть подвержены различным нервным срывам, заболеваниям, болезням психики. Кстати, тут не написала, но это могут быть еще проблемы с грудью, грудной клеткой, молочными железами у женщин и у мужчин. Но еще можно сказать, что водолеи могут разбираться в болезнях. То есть не разбираться, вот они психологически как бы на это настроены, да, на то, чтобы вот там в этом, ну, все-таки разбираться. И водолеи поэтому, наверное, и являются тоже хорошими медиками в болезнях, в спорте, в спорных вопросах. У них может быть интерес к кредитам, к true crime, к тому, чтобы с преступлениями какими-то разбираться. И поэтому водолеи очень хорошие преступники в том числе. То есть среди водолеев много и преступников. И у водолеев могут быть проблемы с работой, тоже психологического характера. Потом проблемы с мамой, могут быть суды с мамой, болезни мамы, споры с мамой, конфликты с мамой. Но, опять же, вот эта Луна в шестом доме гороскопа — это склонность к служению, ухаживать, служить, помогать, лечить, исправлять ошибки. Поэтому водолеи и служат. Поэтому они и служат, в принципе, как и знак Девы, так и знак Водолея, они считаются знаками служения. Ну и могут быть проблемы из-за мамы, транспорта, недвижимости, родины, психики и проблемы со школой. Седьмой дом гороскопа у нас знак зодиака Лев, отвечает за партнерство, коллег по работе, коллег по команде. У Водолея в седьмом доме гороскопа управляет Солнце. В принципе, можно сказать, что по матрице Водолеи могут выходить замуж и жениться на партнерах ярких, заметных,
таких творческих, публичных, медийных. Это может быть там руководитель, это может быть ам, какой-то артист. Но при этом, если это в минусе, если это слабое положение, то это могут быть партнеры такие инфантильные, которые ведут себя как дети, эгоистичные, которые требуют к себе много внимания, потому что Солнце, оно может давать либо сильное завышенное эго, либо вот такую вот детскую непосредственность, помимо того, что человек может занимать высокую должность. То есть партнеры могут быть политики, медики, руководители, артисты, священники, какие-то заметные люди. И Солнце у нас является прототипом планеты, отвечающей за профессию, тоже за то, что нас раскрывает, что нас показывает. И поэтому водолеи, вот это вот Солнце в седьмом доме гороскопа, во-первых, говорит о том, что водолеи могут хорошо ассистировать, они могут быть хороши в ассистировании, в том, чтобы быть, допустим, секретарь, да, консультирование. Они могут быть личными помощниками, они могут расти через кого-то, через партнера по браку, в том числе. Партнера могут находить такого, который их продвигает, либо партнера, который им подсказывает по карьере. И карьера у водолеев может улучшиться за границей. Вот это положение Солнца в седьмом доме гороскопа, это всегда говорит о том, что у человека может карьера улучшиться за границей, в рост пойти, когда он переезжает. И точно так же это может говорить о том, что человек может продвигаться за счет партнера и за счет того, что он ассистирует кому-то, какому-то руководителю, например. То есть самостоятельно стать звездой, грубо говоря, водолею сложно. Ему желательно какую-то команду, ему желательно кого-то в помощь, кто его там подтянет, продвинет. И по матрице, опять же, водолеи могут хорошо продвигаться через руководителя. То есть руководители их могут составлять им протекцию, продвигаться. Это не значит, что водолеи не могут быть руководителями, что водолеи не могут быть там какими-то на первых местах, но это значит, что водолеев, скорее всего, кто-то будет продвигать. У них у самих вот по матрице может быть недостаточно сил для того, чтобы самостоятельно продвинуться. Ну, может быть, даже не то, что недостаточно сил для того, чтобы самостоятельно продвинуться, но они могут раскрывать потенциал других людей. Они видят потенциал других людей. То есть, знаете, есть такие люди, которые продюсеры. Вот Водолей, он хороший продюсер. Он хорошо продвигает других. Значит, восьмой дом знаки зодиака Дева, который отвечает за кризисы, риски, смерть, выживаемость, чужие ресурсы. И у Водолеев восьмым домом гороскопа управляет Меркурий, и это знак экзальтации Меркурия. Это очень сильный знак здесь находится. И Меркурий, конечно, указывает на то, что у водолеев есть интерес к тайному, запретному, чужим деньгам, рискам, кризисам, смерти, ядам. Они хорошо понимают и разбираются в этом. Они могут работать в финансах, в налогах, в кризисах, в хирургии, в полиции, в патанатомии. Это могут быть военные, спортсмены, экстремалы, они могут вести какую-то тайную деятельность, они могут быть склонны к эзотерике, к астрологии, очень хорошие астрологи, эзотерики и так далее. И это еще, ну не еще, а вот первое такое по матрице, можно сказать, указание на то, что водолеи могут резко обрывать карьеру, резко терять свою карьеру, начинать заново. То есть по матрице у водолеев неровная карьера, водолеи, скорее всего, могут поменять профессию в течение жизни. Один раз, два раза, несколько раз они меняют профессию, могут прям достигнуть пика и потерять профессию. И это по матрице видно. Ну и могут быть проблемы с кишечником, нервные срывы. Партнеры могут давать деньги в долг, не очень щедрые могут быть партнеры, они могут давать деньги в долг, либо партнеры могут генерировать долги или будут брать кредиты. То есть проблемы с деньгами партнеров могут быть у водолеев. Следующий, девятый дом гороскопа в знаке зодиака Весы. Он отвечает за отца, учителя, мораль, религию, высшее образование, зарубежное путешествие, отношения с властью. И у Водолея в девятом доме гороскопа управляет Венера. И Венера у нас управляет и девятым домом гороскопа, и четвертым домом гороскопа. И связаны отец и мать.
И отец, так же, как и мать, может быть красивый, может быть, кстати, любвеобильный, как и мама тоже может быть склонен. Но у мамы там телец, там наслаждаться жизнью, там питание, там базовые потребности, а у отца здесь весы, знак зодиака. Отец более такой воздушный, более легкий, более неприспособленный к жизни, может быть, менее практичный, но при этом красивый. Но при этом отец может быть, партнером, в том числе по жизни, с которым может быть, какие-то партнерские связи. И здесь очень очень такая матрица, которая указывает на то, что отец может быть партнером у человека Водолея в работе, допустим, или еще в чем то. Потому что в седьмом доме гороскопа у нас знак зодиака, Лев, которым управляет Солнце, а в девятом доме гороскопа у нас знак зодиака Весы. То есть в доме отца у нас тоже знак партнерства, поэтому отец партнер, либо руководитель партнер, либо ассистирование руководителю. То есть водолеи хорошие ассистенты, и с руководителем они могут составить очень хороший тандем. Второе образование по вот этой вот Венере в девятом доме гороскопа может быть литературная, фотография, искусство, юриспруденция, архитектура, дизайн. Водолеи очень творческие на самом деле. И что еще может быть? Партнерский бизнес за границей или брак за границей, потому что в девятом доме стоит знак зодиака Весы, знак партнерства и знак брака, а девятый дом это дом за границей. И руководитель может оказывать протекцию. Но это точно так же может быть какой-то духовный брак, естественно, когда весы в девятом доме. Руководитель оказывает протекцию, может быть роман с руководителем, либо жениться на руководителе, выйти замуж за руководителя. И опять же ассистент руководителя. Водолей хороший ассистент руководителя. 10 дом у нас знаки зодиака Скорпион, который отвечает за репутацию, статус, карьеру, общественную деятельность. И вот этот 10 дом гороскопа, он второй раз подтверждает, что водолеи могут терять карьеру, могут сталкиваться в карьере с какими-то скандалами, с грязью с какой-то, либо сферы деятельности у них могут быть вот такие вот, которые не для всех подходят. Это военные, полицейские, опять спортсмены, хирурги, скандалы, интриги, эзотерика, банкиры, каскадеры, укротители, все, кто рискует, все, кто телом работает, все, кто с грязью работает. Это может быть и сантехника, это может быть и мусорщик, уборщик. А помимо этого, работа руками, работа с документами по матрице, потому что связь с третьим домом гороскопа, работа с друзьями, командировки, разъезды по работе, доход от хобби, рекламные контракты могут быть и хорошая матрица для сарафанного радио. Например, это долги выбивают, то есть какая-то такая работа. И Скорпион в десятом доме подтверждает, что водолеи могут терять свой статус, могут терять свою карьеру, начинать заново, как птица Феникс. То есть здесь у них двойное указание у водолеев по матрице, что они могут терять свою карьеру. Ну, либо могут, например, скрывать свою работу, скрывать свой статус, тайный агент какой-нибудь. 11 дом гороскопа в знаке зодиака Стрелец. 11 дом отвечает у нас за старших братьев и сестер, друзей, профессиональное сообщество, награды и достижения, исполнение желаний. В принципе, это хорошо, что 11 домом управляет Юпитер. Во-первых, у водолеев есть, скорее всего, какие-то покровители, могут быть покровители, те, кто их продвигает. Здесь еще есть указания по Юпитеру. То есть у Юпитера у нас планета исполнения желаний, в том числе в 11 доме, когда Юпитер находится, он дает тенденцию на получение водолеями подарков, исполнение желаний, материализации желаний. И старшие братья и сестры, друзья могут выступать в роли учителей. Помимо этого могут водолеи состоять в каких-то хороших таких сообществах, в которых люди учатся друг у друга, в которых люди поддерживают друг друга. Награды, если водолеи получают, то, скорее всего, получают международные, престижные награды.
Друзья могут быть через учебу, через детей, ну и повторное указание на то, что бизнес может быть на детях, на загранице, на обучении, на юриспруденции, что водолеи склонны масштабировать свой бизнес. Ну и 12-й дом гороскопа в знаке зодиака Козерог, который отвечает за дальние поездки, потери, заключение больницы и фантазию. И вот еще одно указание на то, что водолеи могут терять свою карьеру, и на то, что водолеи могут работать в таких сложных историях, как там закрытые организации, тайны какие-то, могут работать в таких вот тюрьмы, больницы, санатории, какие-то секретные объекты, потому что у нас здесь Козерог, знак казенного, знак карьеры, знак который соотносится с 10-м домом гороскопа, с домом статуса, репутации и карьеры. И это еще раз подтверждает тоже то, что водолеи могут работать за границей, то, что они могут эмигрировать и в эмиграции работать за границей, то, что они могут получать статус за границей, но также, что они могут и терять статус. И это подтверждает, что среди водолеев есть и много тех, кто ам, попадает в тюрьму, потому что они склонны к такой тайной деятельности. Но опять же, это может быть склонность к благотворительности и большим тратам на масштабные цели. В принципе, водолеи вот по 12-му дому гороскопа, опять же, по матрице склонны работать в какой-то изоляции, и, может быть, даже им нужна какая-то изоляция от других, чтобы быть эффективными, чтобы им никто не мешал. Ну и давайте посмотрим на примерах водолеев. Вот у нас есть Жозе Ди Абрео, актер, политик, активист, хиппи, сторонник ненасилия. Но с водолеями это на самом деле очень сложная история сторонники насилия, потому что по факту там такие есть отрезки в Водолее, которые при попадании туда злых планет могут очень сильно искажать вообще моральные, нравственные ценности людей. Поэтому не факт, что Водолеи обязательно сторонники не насилия, тем более, что среди Водолеев много военных, много полицейских, много таких людей, которые, в принципе, склонны к тому, чтобы резать, колоть, к тому, чтобы что-то такое делать. Этот актер жил в изгнании в Европе 6 лет, сын у него погиб в автокатастрофе, но тут у нас, помимо того, что, в принципе, по матрице есть связь 5 и 8 дома гороскопа, тут у него еще и Юпитер в 8 доме гороскопа, и Меркурий находится в 12 доме гороскопа от себя, поэтому, в принципе, это неудивительно. Но у него карьера резко оборвалась после его выступления в политике, и ему пришлось начинать все заново. Тут тоже можно сказать, что в этом Кету тоже каким-то образом способствует таким вещам. Антонио Бандерас, такой вот у нас красивый водолей, который взял, кстати, фамилию матери как псевдоним. Он занимается виноделием и производит парфюм. Вот этот вот знак зодиака рыбы во 2-м доме гороскопа, что деньги могут приходить от жидкостей в том числе. В детстве он мечтал, конечно, стать футболистом, но сломал ногу. Вот это вот Скорпион в 10-м доме гороскопа, спорт и через хобби в том числе, может быть. Но он не стал, конечно, футболистом. Однако в кино он играет роли такие, помимо того, что он играет роли любовников, но еще играет роли Зора, да, который там сражается и именно действует физически. Он родился в Испании, Антонио Бандерас живет в Англии, то есть он не живет там, где он родился. И что интересно по матрице у Антонио Бандераса, то, что он поступил в колледж на моду и дизайн в 2015 году. Вот это вот стремление все-таки разбираться в моде. И в целом, поскольку Венера очень сильна у водолеев, водолеи рано или поздно могут прийти там в сферу, которая по Венере, допустим, с транспортом быть связаны, с красотой, с модой, с едой, потому что Венера сильная у водолеев планета, йога карака, она должна как-то проявляться, и поэтому многие тоже водолеи в этом разбираются и какое-то направление по Венере могут выбирать для себя.
Келли Энн Конуэй — это политтехнолог, социолог, советник Трампа. И обратите внимание на ее глаза. У нее явно есть асимметрия одного глаза. И ну, это так, просто к матрице, потому что Водолей может давать какую-то асимметрию, и потом дальше тоже я вам расскажу еще кое-что, тоже по поводу этой асимметрии. Но это политтехнолог, социолог, советник Трампа. Вот это вот образование, которое у нее было получено, вот это многократно, наверное, умноженное по Меркурию, по близнецам в пятом доме гороскопа, и тоже можно сказать, что в политике эти люди как раз-таки такими вещами и могут заниматься, чем-то медиа связанным, да, потому что пятый дом — это дом политики. И если вы хотите идти в политику, то смотрите, какой знак зодиака у вас стоит в пятом доме гороскопа, чтобы понимать, какую роль вы будете в политике выполнять. Политтехнолога, либо вы будете выполнять роль советника или еще кого-то. Бакалавр искусств, опять же, да, вот поэтому по весам, по сильной Венере. Конфликты с детьми, дети требовали выхода из-под опеки матери, потому что она работала с Трампом, они вот из-за политических взглядов требовали выхода из-под опеки матери. Ну и, естественно, она использовала грязные технологии для очернения кандидатов, это как бы не скрывается, вот этот вот Скорпион, вот эти вот подковерные игры. И, естественно, на пике своей карьеры она карьеру бросила. То есть, опять же, вот этот Скорпион в 10 доме гороскопа и знак зодиака Дева в 8 доме гороскопа, они здесь показательно оправдались, потому что она бросила свою карьеру на пике из-за того, что были проблемы у нее в семье из-за ее карьеры. Моника Круз, актриса, танцовщица, закончила Академию танца, Институт классического балета. Она, в принципе, по Скорпиону, по Марсу танцует, да, по Скорпиону в 10 доме гороскопа. Помимо этого, по связи 3 и 10 дома гороскопа она была дублершей сестры на съемках. Ну и актриса и танцовщица, то есть, в принципе, помимо того, что у нее образование, институт балета, творческое, художественное образование, но она еще и по профессии, в принципе, связана со Скорпионом, с танцами, со спортом. И, наверное, на этом все. Но я хотела еще все-таки в презентацию, я думала вставить еще Джорджа Клуни, но почему-то я его не вставила. Однако вот я дополню то, что я хотела сказать. У Джорджа Клуни, он тоже водолей, и у Джорджа Клуни в детстве была болезнь, которая парализовала его половину лица, и он очень долго восстанавливался от болезни. Поэтому, в принципе, какая-то склонность вот к таким болезням лица у водолеев присутствует. Почему? Потому что во 2 доме гороскопа у нас знак зодиака Рыбы, прототип 12 дома, дома болезней, дома больниц. Поэтому водолеи могут в больницу попадать именно из-за того, что у них там что-то с лицом, с лор-органами, шеей. То есть верхняя вот эта вот часть до плеч у водолеев может подвергаться каким-то болезням, которые отправляют в больницу. Ну, в принципе, тут тоже потом идут у нас уши и следующая часть, там, где плечи, где ключица, тут знак зодиака Овен. В принципе, тоже могут быть различные истории, но именно у водолеев по матрице я много кого смотрела, и вот я вижу, что история именно с лицом, она как бы бросается в глаза, да, то есть это то, что на виду. Может быть, про руки, там еще про что-то кто-то говорит, но история с лицом, она бросается в глаза. Тем не менее, то, что у нас в 8 доме гороскопа знак экзальтации Меркурий, я думаю, что это один из факторов того, что водолеи, они такие склонные к преодолению множества каких-то проблем. Люди, они как птица Феникс возрождаются. Тем более, что 8 дом гороскопа у нас здесь знак зодиака Девы, знак, получается, знаний о проблемах. Поэтому я думаю, что водолеи, они вот именно за счет своей матрицы, они очень хорошо, в принципе, не только даже вот если они медики, но они, в принципе, очень хорошо разбираются в том, как что решить. И поэтому они, конечно, хорошие советчики, поэтому, конечно, они хорошие политтехнологи. То есть они по матрице такие же, как и девы, в принципе, наверное, люди, которые умеют решать проблемы не только чужие, вернее, не только свои, но и чужие.
Ну и на этом, в принципе, все. Наверное, вся матрица и все, что я хотела вам рассказать. Пишите свои комментарии, как у вас, совпадает ли ваша жизнь с матрицей водолеев, если вы восходящий водолей. Или, может быть, вы какие-то свои наблюдения добавите к этой матрице, чтобы это было полезно для других зрителей. Ну и благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. И если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.